Ивенты в поп-ММА все больше напоминают фильм «День сурка». Каждый раз в ленте мелькают одни и те же лица, которые изредка меняются местами. Вот Кокляев был соперником Емельяненко и Тарасова, а теперь бывшие соперники лучшего боксера всех времен встречаются друг с другом. В этом видео мы расскажем вам о поединке между пьяным мастером и одноглазым пиратом, где и когда он состоится, раскроем некоторые закулисные тайны и по привычке дадим свой прогноз. Твои 3 секунды на лайк, комментарий и подписку уже пошли. Поставил, подписался, написал комментарий. Погнали. Как докатились до жизни такой? Пока Федор с лучшим другом Саней Харитоновым проводят последние бои в Беллатор, он окончательно переместился в структуру поп-ММА. Спрос на бои с его участием был всегда. Емельяненко рады видеть на любом ивенте, кроме турниров Fight Nights, где репутация у него так себе. Камилу Гаджиеву не нравится отношение Сани к делу, а тот в свою очередь здраво оценивает свои шансы и в профессиональную смешанку не рвется. Да, заход на бой с Магой еще отдает флером профессионализма, но и он невероятно близок к поп-ММА из-за большой разницы в весе между парнями. Схватка с Кокляевым же чистой воды хайп, к которому Емельяненко толком и не готовился. В дальнейшем выяснилось, что Саня жестко синячил как перед схваткой с Магой, так и перед боем с Кокляевым. Этим и объясняется слабая форма Емельяненко в битве с Исмаиловым. Физухой он еще что-то вывозил, но в мыслях был где-то около барной стойки. У Тарасова же ситуация немного иная. Пират цепляется за каждый шанс для пиара себя и своей команды. И в целом это вызывает уважение. Парень возник из ничего и стал первопроходцем в мире поп-ММА на российском ютубе. Но сейчас все больше фанатов смешанки откровенно смеются над высказываниями лидера читы Тарасовых. Изначально Артем пытался набить рекорд на профессиональной арене. Соперников для него доставали с самых темных закоулков овощной базы. И бился он только с мешками. А во время единственной попытки сразиться с качественным соперником без шансов проиграл Казбеку Магомедову. Осознав, что в профессионалах он много не заработает, Тарасов пошел по протоптанной дорожке, начиная создавать инфоповоды буквально из ничего. Это и привело Артема к его нынешнему статусу. При деньгах, но на пресс-конференции зачастую выступает клоуном и балагуром. Предыстория боя. Конфликтом назвать словесную стычку Тарасова и Емельяненко язык не поворачивается. Впервые они поговорили друг с другом на пресс-конференции Punch Club, куда пирата пригласили в качестве зрителя на присуху Джигана и Сани. Прогноз на канале, кстати. Также Артем впервые заикнулся о том, что не против был бы сразиться с Емельяненко. Особого развития эта фраза не получила, так как агент был занят подготовкой к бою с Джигой. Но сейчас разговоры приобрели совсем иной масштаб. Саня несколько раз в своем инстаграме говорил об Артеме. Артема постоянно спрашивали о готовящихся поединках. Про регбиста мы уже знаем, бой уже совсем скоро, прогноз на канале тоже. Дацик в планах, от Тайсона Тарасов успел отлететь, а вот приближающийся бой с Емельяненко стал для многих неожиданностью. Неожиданностью, впрочем, приятной. Где и когда? Бой точно состоится, причем ждать нам осталось не так много. Он пройдет либо в конце августа, либо в начале сентября. И точно до боя с регбистом, так как у обоих парней есть планы относительно дальнейшего развития карьеры. Схватка пройдет в 3-раундовом формате, бойцы сразятся по правилам бокса, но в ММА-перчатках. По словам агента Сани, раунды будут длиться по 2-3 минуты. Бой состоится под эгидой организации «Наше дело». Постепенно подходим к финалу, пацаны, и сейчас мы немного разберемся в сути поединка, так как есть эксперты, которые смеют предположить, что у Тарасова есть неплохие шансы на победу. Это-то мы и попробуем оспорить. Естественно, предположение о возможной победе Артема выглядит бредовым. Саня не мешок с рекордом 0-4. Он куда тяжелее, и валять его не получится из-за правил. Да, держак у Артема вполне себе неплохой, раз он не смог улететь от Дацика и Тайсона. Да и силу воли у Тарасова не отнять. Саня же в одном из интервью заявил, что будет гонять Одноглазого по клетке подзатыльниками, из чего постепенно вырисовывается прогноз. Суть ключевой проблемы пьяного мастера заключается в прозвищах, которыми его нарекли фанаты смешанных единоборств. Саня ужасно справляется с режимом, он поддается соблазнам жизни обычного человека и слетает со своих тренировочных лагерей. Из-за этого Саня лишился соглашения с Ахматом, из-за этого ссорился с командой и получил славу далеко не самого мирного человека. Не так давно вышло новое интервью с Емельяненко, и там Саня внушает оптимизм. В
Карачаево-Черкесии он проводил большой тренировочный сбор, старается заниматься по 2 раза в день, а его агент пытается оградить Саню от алкоголя. Если он выйдет на схватку с Тарасовым заряженным, Артему точно не сдобровать. Качество его боксерской подготовки мы видели в схватке с Тайсоном, где от Тайсона было одно название и цвет кожи. В перестрелке сельского клуба соперник Артема перебивал его вообще без проблем и спокойно забрал победу. Емельяненко же шансов может не оставить вовсе. Но мы все же будем отталкиваться от слов Сани. Он прекрасно понимает, зачем на его бои ходят люди, а потому хочет обеспечить им зрелище. А зрелищем будет как минимум продолжительный поединок. Емельяненко победит без каких-либо шансов. В его победу не верят только самые рьяные фанаты Тарасова. Мы себя к таким не причисляем, поэтому рекомендуем нашим присмотреться к ставке на Емельяненко с тоталом раундов больше 1,5. Как тебе видео? Тоже ждешь победы Сани? Свое мнение оставляй в комментариях. Не забывай про подписку и колокольчик. Скоро увидимся.